Всем привет! Мы рассмотрим относительно свежую новинку в коробочке Premium Classics в масштабе 1 к 43. И здесь представлен советский автопоезд, состоящий из сидельного тягача МАЗ-5432 и полуприцепа МАЗ-93-971. Несмотря на то, что эта модель в Европе относительно свежая, это по большому счету перекрас старой продукции Start Scale Models, которая была доступна в России в продаже несколько лет назад. И в России этот грузовик стоил как минимум в 2 раза дешевле, чем этот вариант в коробке Premium Classics. И в европейских интернет-магазинах эту модель продают за 90 евро. Это почти 8 тысяч рублей. Довольно внушительная сумма. И, конечно, за эти деньги не стоит покупать этот набор в свою коллекцию. Я тоже не планировал приобретать эту модель, но мне понравилась схема окраски, довольно нарядная, нетипичная для советской техники, поэтому польстился на фотографии, но лучше бы эту модель я не покупал в свою коллекцию, потому что здесь отвратительное качество сборки и очень плохая покраска. И вот такого качества я не встречал даже на последних костромских моделях от Автоистории и Start Scale Models. И вроде бы модель рассчитана на европейский рынок, где, по идее, должен быть жестче контроль качества. И, видимо, здесь тоже износились пресс-формы, потому что очень много облоя, очень много различных заусенцев, и эти модели мне напоминают чем-то постсоветскую продукцию Агат. И здесь довольно большой дисплей-кейс, он массивный, и в него помещаются не только сидельные тягачи и полуприцепы, но также модели автобусов, троллейбусов, которые вы можете встретить под брендом Start Scale Models. Я уже неоднократно говорил, мне очень не нравится бумажная упаковка у Автоистории, SSM, то же самое касается продукции Premium Classics, картонка хлипкая, она рвется от малейшего прикосновения, и здесь на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Эту модель разработал Modimio Engineering, модель изготовлена в Китае, и также есть наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете, и указан прототип сидельного тягача и полуприцепа. Если мне не изменяет память, впервые Кострома показала Супермазы в 2015 году. И было представлено 2 сидельных тягача с ранней и поздней кабиной. И поздний грузовик был окрашен в вишневый цвет, а ранняя машина копировала выставочный образец в зеленом цвете. И впоследствии также эти модели выходили в наборах с различными полуприцепами, также дублировались в коробочке Автоистория, также в наборах АВД Models и впоследствии выходили в различных журнальных сериях. Автолегенда СССР грузовики и также легендарные грузовики СССР от Modimio. И в целом это вполне удачная модель, и у Костромы хорошая задумка, но вот реализация очень хромает, и особенно с учетом того, что эти модели позиционируются как конкуренты продукции Элигор или другим европейским брендам. И здесь также внутри прозрачного колпака устанавливается страховочный блистер, который прижимает полуприцеп к подставке, а если вы снимете колпак, то полуприцеп сразу приподнимается, потому что у него, на мой взгляд, не очень продуманы точки крепления. И из-за того, что здесь довольно тонкая подставка, конструкция хлипкая, она гуляет, и как раз вы можете посмотреть, полуприцеп крепится при помощи 2 длинных крепежных винтов сзади, а тягач крепится сзади и спереди. Я думаю, на полуприцепе нужно было сделать крепежные точки где-то посередине, тогда полуприцеп бы стоял ровно. И, в принципе, нету смысла откручивать эту модель от подставки. Я также вам приготовил аналоги от Автоистории. Там точно такая же проработка. Единственное, на модели от Premium Classics снизу написан другой бренд, указан масштаб и написано, что эта продукция изготовлена в Китае. И МАЗ-5432, я думаю, многим из вас знаком. У каждого есть хотя бы один вариант исполнения этого грузовика, потому что Кострома их навыпускала очень большое количество. И, повторюсь, здесь вполне симпатичная схема окраски, и я планировал сделать
вариант софт-ансафта, наклеить небольшие декали, но я думаю, эту модель я впоследствии просто оставлю как наглядный пример, как не стоит изготавливать масштабные копии. И здесь довольно красивый алый цвет кабины, но вот лакокрасочное покрытие нанесено просто отвратительно. Очень много подтеков краски, также виднеются необработанные поверхности. Если вы посмотрите на переднюю часть кабины, возможно, на камеру не будет видно, но вот здесь есть подтек краски. Также есть непрокрасы, например, боковины бамперов. И передний бампер здесь окрашен в цвет кабины грузовика, но, видимо, краску наносили толстым слоем на необработанную поверхность, и здесь появились трещины ровно посередине, и тоже придется этот бампер как-то или подкрашивать, или полностью перекрашивать. Ну, вот такое отвратительное качество сборки. И также, если вы посмотрите на решетку радиатора, она тоже окрашена, но здесь с правой стороны присутствуют пятна клея, и на габаритных огнях тоже выступают небольшие заусенцы от литьевой формы. И как так детали устанавливают, не обработав, для меня тоже остается загадкой. Дворники здесь из фототравления, довольно большие отверстия, и в этом плане мне больше нравятся стеклоочистители у Автоистории. Они толще, сделаны из пластика, но в данном случае выглядят более реалистично. Присутствует шильдик МАЗ, также серебристой краской сделали подложку на осветительной технике. И я тоже заметил, у этой модели была сломана подножка под бампером. Затем, видимо, на заводе ее подклеили и покрасили черной глянцевой краской. Но по большому счету эту деталь нужно было сразу выбрасывать и устанавливать нормально. Видимо, вот такой контроль качества, который является нормой. Если вы посмотрите на интерьер кабины, то здесь сиденье окрашено бежевым цветом, тоже покрашено не совсем аккуратно. Например, на пассажирском сиденье подлокотник не прокрашен, и тоже виднеются черные ореолы. На панели приборов здесь установили небольшие декали с различными датчиками. Есть вентиляционная трубка для воздушного фильтра, и кабина здесь установлена не очень ровно, она не входит в пазы на раме. И кабина у этого грузовика изначально подъемная. Здесь также есть вот такая небольшая бумага, чтобы не поцарапался мотор. И двигатель здесь ЯМЗ 238, вполне нормальный, окрашенный серебристой краской. Также присутствует радиатор охлаждения, и нижняя часть кабины здесь тоже прокрашена. И как раз вы можете посмотреть на пластиковые детали, тоже очень много различного облоя. И также присутствуют непрокрасы. Покрышки здесь точно такие же, как и на супермазах от Автоистории. Это резина И68А, вполне хорошие колесные диски. На этой модели они окрашены черной краской, и также черной краской окрашена рама и навесные детали. И покрашены детали тоже не очень аккуратно. Если вы посмотрите, здесь на ящике есть различные наплывы краски, и такое ощущение, как будто эту модель красил какой-то новичок, но никак не профессиональный маляр. И давайте посмотрим на сам полуприцеп. У него снимается тент. Я тоже попробую его снять, если эта конструкция не сломается, потому что здесь все очень хлипкое. И тент здесь имеет переднюю стенку, она не окрашена, и здесь тоже не очень верно сделано, потому что эта стенка должна быть установлена на полуприцепе. Но точно такая же недоработка была и на моделях SSM и Автоистория, не стали переделывать форму. И давайте для сравнения вам покажу старую модель от Автоистории. Это точно такой же МАЗ 5432, только с кабиной зеленого цвета.
цвета. И как раз вы можете посмотреть, что, во-первых, нету особых отличий. Здесь просто не покрашена рама и пластиковые детали, но покрашены дверные ручки, также окрашены сиденья и пластиковые дворники. Но опять же повторюсь, вот такой вариант мне визуально даже больше нравится. И самостоятельно можно покрасить светотехнику или, например, с задней стороны наклеить фольгу, тогда она будет смотреться более выразительно. И вот так выглядит днище у данного грузовика. Довольно хорошо сделан моторный отсек. И вот эти модели от Автоистории продавали за 1600 рублей. И одно время даже на них была хорошая скидка. Можно было взять отдельно сидельные тягачи за 999 рублей. Так что почувствуйте разницу. И при желании вы можете самостоятельно окрасить кабину вот в такой нарядный цвет. И давайте покажу вам отдельно полуприцеп в более привычной схеме окраски. Здесь серый тент, окрасили синим цветом стенку на передней части, и также здесь оранжевой краской обозначили катафоты. И вот так выглядит рама данного полуприцепа. Так что если вы увидите такую модель в продаже, не советую ее приобретать. Лучше возьмите аналог от Автоистории. Если вам очень хочется машину в такой же схеме окраски, то можете взять набор для самостоятельной сборки AVD Models. И я уверен, что у вас лучше получится собрать и самостоятельно окрасить модель, чем это сделали китайские сборщики. И пишите ваши комментарии, какие модели супермазов от Автоистории Start Scale Models есть в ваших коллекциях, делали ли вы им какие-то доработки. Что вы думаете о данном автопоезде от Premium Classics? Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.